Пномпене-Даке по 160 километров. Как будто бы очень близко, но на байке в первый раз все-таки ощутимо. На дорогу туда ушло 3 часа. Из неожиданного только зонт, упавший прямо на нас. Это единственное, что есть рассказать про дорогу. GoPro я только учусь пользоваться, поэтому большая часть материалов была следующего содержания. Ребята здесь уже были, поэтому важной точкой было заехать пообедать у шпица. Море теплое, почти горячее и красивое, как всегда. Местные, кстати, купаются в одежде, особенно девушки. Прямо в джинсах и вязаных жилетках видели школьниц в воде. Поднялись на ближайшую гору, там что-то туристическое строят с подвесными мостиками и смотровыми площадками. Встретили закат на пляже под местную музыку из громкоговорителей. Нашли очень приятное место для ужина. Для тех, кто не боится намокнуть, пара столов стоит почти у воды. Много сувениров для туристов, вкусная еда, как локальная, так и европейская, и милый персонал. Первым пунктом следующего дня была смотровая площадка на горе. Нашли мы ее не сразу. Нужно по серпантину дойти пешком или доехать до этого места и потом идти вот сюда. Башня высотой 12 метров, а высота над уровнем моря 167 метров. Кроме нас на ней никого не было. Все уже или спустились, или еще не поднялись. Это, кстати, я. Привет. Видно сверху немного, но все равно красиво. Чуть ниже есть заброшенное место, где, судя по вывеске, раньше было кафе. Не знаю, как раньше, но сейчас там видно примерно ничего. Зато в самом низу у входа есть классное пространство с качелями, гамаками, красивыми беседками и небольшим уличным кафе. Вот там было много людей.
До Компота было совсем близко. В планах было поехать в национальный парк, но не хотелось торопиться и ехать на пару часов, поэтому мы заехали пообедать в хостел у горной реки, который нам несколько раз рекомендовали. Там, конечно, своя атмосфера. Столько европейцев за раз мы в Камбодже еще не видели. Молодые, красивые, веселые. Решили, что нужно будет приехать еще. И раз с парком не вышло, нашли на карте водопад. Совсем недалеко от нас. Дорога до него проходит у самого обрыва, узкая и каменистая. На байке не смогли проехать лишь последние 1,5 километра. Пошли пешком. Через банановые плантации и мимо редких домов местных жителей, которые даже в джунглях поют караоке. В конце пути нас ждал водопад. Без воды. Сезон дождей ведь еще не начался. Это все равно того стоило. Нам нужно еще спуститься вниз, что оказалось даже немного сложнее, чем подняться наверх. Ключ от байка был утерян по пути назад. Значит, вернемся, когда будет вода. Это был первый день Кхмерского Нового года. Здесь, как и в некоторых азиатских странах, на Новый год принято обливаться водой и обсыпать друг друга белой пудрой. В Компоте праздник был на главной площади у памятника Дуриану. Несколько пожарных машин стояло по периметру и обливали толпу из бронзбойтов. Ребята с одной из машин даже пустили к ним наверх. Путь обратно был вполне в новогодних традициях. Несколько раз попали под ливень и даже застали штормы. Зато завели новое знакомство.